Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую лимонную выпечку. Это будет лимонное печенье. Готовится оно очень просто. Нам понадобится 3 больших лимона. Снимаем с них желтую часть цедры. А сами лимоны нужно тщательно очистить от кожуры, потому что именно она и горчит в лимоне. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Убираем кожуру и нарезаем лимоны на кусочки, удаляем косточки, если есть. И нам нужно будет лимоны измельчить при помощи блендера или мясорубки. Нарезанные лимоны выкладываем в чашу блендера. Туда же мы выкладываем цедру, 150 граммов сахара и 15 граммов крахмала. И как следует все измельчаем в такую в однообразную кашицу. Я это делаю при помощи погружного блендера. Вот такая у нас получилась масса. Выкладываем ее в сотейник и на среднем огне все время помешиваем до растворения сахара, завариваем лимонную начинку. Когда сахар растворится, добавляем 50 граммов сливочного масла. Посмотрите, какая становится у нас начинка. Она становится прозрачной и более густой. Перекладываем ее на плоское блюдо, накрываем пищевой пленкой в контакт. Нам нужно, чтобы начинка остыла до комнатной температуры. Теперь готовим тесто. В миске у меня 330 граммов мука, 80 граммов сахара, щепотка соли, 10 граммов ванильного сахара и чайная ложка, это 5 граммов разрыхлитель. Все перемешиваем и вот в эту сухую смесь натираем на терке хорошо охлажденное сливочное масло, 130 граммов. И руками все перетираем в такую сухую крошку. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Теперь мы добавляем жидкие компоненты. Это 1 яйцо и 30 граммов сметаны. Это столовая ложка без горки. Сметану можно взять любой жирности, здесь это не важно. И все перетираем в крошку руками, только крошка у нас теперь получилась более влажная. Форма у меня 28 на 28 сантиметров, квадратная. Разъемная. Дно я выстелила пекарской бумагой. 2/3 крошки выкладываем на дно формы и утрамбовываем. Я это делаю тыльной стороной ложки и вот при помощи такого валика. Можно это сделать при помощи плоского дна стакана. Теперь на основу песочную мы выкладываем остывшую начинку и разравниваем ее. Посмотрите, какая она красивая, такая желтенькая начинка. И сверху на начинку выкладываем оставшуюся 1/3 крошки. Делаем это равномерно, красиво. Это верх нашего печенья. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности 25-30 минут. У меня пеклось печенье наше 30 минут. Даем ему полностью остыть. Только после этого убираем форму и нарезаем наше печенье. Можно это сделать, нарезать его на квадратики. Мне очень нравится форма ромбиков. Посмотрите, какое оно красивое, какое оно золотистое. Ну что, будем пробовать. Друзья мои, хрустящая крошка, кисленькая лимонная начинка – это лимонное блаженство. Приготовьте, это так просто и так вкусно.